Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт легкого и вкусного пирога. Пирог сегодня у нас будет с мясом и грибами. Конечно, с начинками вы уже можете экспериментировать. Можете даже сделать его с капустой. С чем хотите, можете его сделать. Но попробуйте его сделать именно с мясом и с грибами, потому что грибы придают этому пирогу непередаваемый аромат и вкус. Ну что, мои дорогие, начнем печь. Рецепт сегодня у нас очень-очень легкий и совсем быстрый. Начнем печь. Сегодня тесто у нас будет готовиться очень-очень быстро, поэтому начнем приготовление с начинки. В небольшую сковороду отправляем растительное масло, 2-3 столовые ложки. И здесь у меня одна небольшая луковица, мелко нарезанная. На небольшом огне нужно будет довести лук до прозрачности. Как только лук станет прозрачным, добавляем мясо. Сегодня у меня говяжий фарш, здесь у меня ровно 600 грамм. Можете взять мясо, какое хотите. Можете взять свинину, можете взять курочку. Кто что хочет. Быстренько переворачиваем, соединяем мясо с луком и разбиваем комочки. Как только мясо поменяет цвет, добавляем грибы. Сегодня у меня здесь шампиньоны. Где-то приблизительно здесь у меня 300 грамм. 250-300 грамм грибов понадобится. Уменьшаю мощность плиты до средней. Закрываю крышечкой и оставляю на 20 минут. Через 20 минут открываю, еще раз переворачиваю, и мясо у нас уже готово. Добавляю соль пол чайной ложечки, пол чайной ложечки черного молотого перца. И здесь у меня нарезанная петрушка и укроп, буквально по 5-6 веточек. Перемешиваю хорошенько. Начинка у нас готова. Перекладываю ее в другую посуду, чтобы она быстрее остыла. И займемся тестом. Духовку уже можно включать, разогреваться. 4 яйца отправляю в глубокую посуду. Сюда же добавляю 1 чайную ложечку сахара. Размешиваю венчиком, сегодня на миксер не понадобится. Добавляю 250 мл кефира. Кефир у меня комнатной температуры. И добавляю 2 полные столовые ложки майонеза. Майонез у меня домашний. И так как у меня майонез подсоленный, я уже в тесто соль не кладу. Если вы будете делать с майонезом, то соль уже регулируйте, конечно, по своему вкусу. А если вы вместо майонеза положите сметану, это тоже можно, конечно, то тогда уже где-то приблизительно пол чайной ложечки соли добавить. 200 грамм муки просеиваю и добавляю 1 полную чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваю все хорошенько. Все в граммах, конечно. Я дам внизу, добавляю оставшуюся часть муки. Муку всегда я добавляю 2 частями. Тесто у нас уже готово. Видите, как легко. Форма 24 сантиметра. На дно я постелила бумагу, а бока смажу маслом. Можно, конечно, смазать и растительным маслом. Выливаю приблизительно половину теста. Духовку, как я вам уже сказала, включаем разогреваться на 180 градусов. Распределяем аккуратненько тесто по всей форме и насыпаю начинку. Распределяем равномерно по всему пирогу, чтобы он у нас получился ровненький. И остаток теста выливаю сверху. Выливаем вот так тихонечко, осторожненько, чтобы нам хватило теста закрыть всю начинку. Закрываю все мясо. Постучу немножечко об стол, вот так вот, чтобы весь воздух вышел.
и отправлю выпекаться в духовку. У нас он должен будет выпекаться приблизительно где-то 30-35 минут. Сегодня пирог у меня выпекался ровно 35 минут при температуре 180 градусов. Дала ему остыть на столе буквально 15 минут. Прохожу лопаточкой по бокам и вынимаю пирог. Он еще чуть-чуть совсем тепленький у меня. Разрезаю. И сейчас я вам покажу, что там делается у нас внутри. Вот такая красота. Много начинки, мало теста. Сказать, что этот пирог вкусный, это ничего не сказать, мои дорогие. Попробуйте его приготовить. Он абсолютно несложный в приготовлении. И обязательно приготовьте его с грибами. Грибы дают очень такой сильный аромат. Посмотрите, мои дорогие, какая прелесть. Я уверена, этот пирог всем понравится. Вкусно, быстро, абсолютно несложно. По идее, за 35 минут у вас очень-очень вкусный обед. Сделайте один хороший салатик и порежьте этот пирог. Ну что, мои дорогие, со всеми буду прощаться. До новых встреч на моем канале. Всем приятного аппетита. Всех люблю. Пока-пока.